Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и сегодня мы будем делать необычные дизайны с помощью геля-жвачка. Как я понимаю, у этого материала много разных названий: гель-жвачка, гель-клей, гель-слайм, но это один и тот же материал. Этот гель предназначен для гелевых типс, я его покупала как клей-гель для типс, но клеить типсы мы сегодня не будем, а используем его только для декора. Я перечитала много отзывов о таком геле именно насчет наращивания, и что-то ни у кого нет восторга. Основная причина это то, что он очень плохо пилится. Я пробовала спилить его на типсе, и в дизайне я вам это покажу, и это очень неудобно. Ты вроде бы пилишь, но результата никакого нет, а ощущение, что ты пилишь просто резину. Но для таких дизайнов он очень даже неплох и мне понравился. Есть такие моменты, когда он залипает, но чаще всего получается его скатать без проблем. И если будете работать без перчаток, то ему просто не к чему будет липнуть, и прилипать так, как в перчатке, он не будет. Но в этом способе есть и свои минусы. Первое, это катая пальцами гель, мы просто пачкаем хоть и небольшим количеством пота. И второе, это я не знаю вообще, насколько это правильно прикасаться к материалу руками. Я, например, не люблю кожей, пальцами как-то контактировать с материалами и работаю всегда в перчатках. Но что делать, чтобы он не прилипал, я не знаю. Он то липнет, то он не прилипает, хотя ничего не менялось. Ни мой нажим, ни перчатка, ни температура. Но вот пару советов, если что-то пойдет не так. Если уже произошло то, что произошло, то пробовать оттереть его полностью почти невозможно. Максимум мы можем снять немного этого геля, перенести его, например, на палитру, а остальное просушить в лампе. И гель потом хорошо отходит. И когда мы снимаем гель, чтобы раскатать, мы не впиваемся в него пальцами и не стягиваем с топорика. А такими легкими движениями скатываем его, пока он полностью не отлипнет от топорика. Вроде бы ничего не упустила, и можем приступать к дизайнам. Набираю немного геля, и такого количества хватит на тонкое кольцо. Снимаю материал с топорика, почти не касаюсь, снимаю его аккуратно, чтобы он не приклеился к перчатке. Но раскатывать ровную колбаску для кольца я буду на палитре для гель-лака. Это у меня стекло, и к нему гель тоже не прилипает. Для первого дизайна я буду использовать глубокий синий, который классно будет сочетаться с серебром. Перекрываю ноготь цветом и просушиваю в лампе. Наношу пока только один слой и на него буду переносить гель. Не перекрываю вторым слоем, просто для подстраховки. Знаете, если что-то вдруг пойдет не так, потому что материал для меня новый и нужно с ним поработать не раз и не два, чтобы привыкнуть и уже точно знать, что все идет по плану, а пока он может приклеиться куда не надо, может его придется пилить или втирка сильно въестся. Да, втирка на гель-лак тоже может втираться так, что ее очень сложно потом вычистить. То вторым слоем цвета я просто перекрою все косяки, если они, конечно же, будут. Просушила цвет, убираю липкость и переношу гель. Лишнее, например, по бокам можно просто подтолкнуть наверх или обрезать. Просушиваю в лампе и перекрываю топом без липкого слоя. Ну а дальше уже втирка, слой цвета и любой топ. Я не в восторге от качества этой втирки, на горячий топ она плохо втирается, поэтому я протираю кольцо средством для снятия лака и быстро втираю втирку.
Втирку далее я перекрываю глянцевым топом и топом хорошо закрепляю кольцо на стыке, там где у нас гель-лак. Просушиваю, затем убираю лишнюю втирку и наношу вторым слоем цвет. Перекрываю глянцевым топом и присыплю прозрачную акриловую пудру. На пудре металлическое кольцо смотрится просто потрясающе. Пудру на топе я просушиваю 2 минуты и потом лишнее я убираю жесткой щеткой. Гель, кстати, можно покрасить просто гель-лаком, это тоже смотрится классно. Главное прокрасить максимально аккуратно, особенно боковушки кольца, и сделать это без затеков. Еще один интересный вариант кольца – это сделать его с гранями. Мы наносим цвет и просушиваем. Скатываем наш гель, переносим на ноготь, размещаем, прижимаем и потом наставляем такие насечки в разные стороны. Потом можно будет еще раз подровнять форму. В этот гель можно утопить разный декор. Это может быть фольга, блестки, бульонки и любой металлический декор. Я для дизайна буду использовать бульонки. Переношу их на гель и потом топориком я подправляю. Такие дизайны выглядят интересно, так же как и на однотонном покрытии просто какая-то объемная прозрачная форма. Но лично мне все портят пузыри. Вот они мне прям не нравятся в этом дизайне. Как бы я ни набирала этот гель и не скатывала, пару пузырей все равно останется, и это немного портит вид. Еще мне нравятся, но очень объемные элементы, поэтому набираю уже больше геля и кое-как пробую разместить его на ноготь. Форму я делаю тоже топориком. Хочется выстроить хотя бы одну ровную грань, но думаю, четкие грани все же без опила не обходятся. Гель-то хорошо лепится, держит форму, но углы все равно выходят гладкие. Хотя даже без ровных граней камушек получился красивый, но, конечно же, это все на любителя объемного декора. А на этом дизайне я уже решила поменять свой рабочий инструмент и вместо пушера взять типс, чтобы декор был плоский и с гранью. Выстраиваю форму, просушиваю в лампе. После просушки я убираю липкий слой и немного отпиливаю. Пилежка это, конечно, очень странная, кажется, что все стоит на одном месте, но немного получилось его опилить. После опила я перекрываю топом и втираю в тирку.
Такие дизайны у меня сегодня получились, пишите, как они вам. Я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.